часы пустить. Пара большая. Поехали. Доброе утро. Сегодня воскресенье, 15 ноября. Гостомель, офис. Никуда не летим. Просто работаем. В компании активно движутся самолеты. Сегодня ожидаем прилет одного из них. Произойдет смена экипажа, поэтому мне надо быть здесь, чтобы подготовить улетающий экипаж, поработать с прилетающим экипажем. Просто тут должен быть на работе. И раз выдалось свободное время, я хочу немножко рассказать о самолете, вот этом самолете АН-225, о котором тоже вы задаете очень много вопросов. Немножко о его истории. Самолет создавался для аэрокосмической программы Советского Союза. То есть он был предназначен для перевозки комплекса «Энергия-Буран». Если о проекте «Буран» уже заговорили в 1976 году, когда вышло постановление правительства, и был назначен генеральный конструктор Лозин-Лозинский, то о 225-й я считаю, что первые разговоры начались с момента создания самолета Ан-124. И уже конструктор Бурана встречался с нашим генеральным конструктором Олегом Константиновичем Антоновым. И они обсуждали вопрос о том, как доставлять данный самолет Буран из одного места в другое. Почему встал вопрос о том, что доставка воздушным транспортом? Первоначально доставка рассматривалась в железнодорожным транспортом и просчитывался проект доставки из Подмосковья, где создавался Буран, на стартовую площадку Байконур в Казахстане железнодорожным транспортом. Но когда были выполнены все расчеты по преодолению реки Волга, проезду по Уралу, Уральским горам, оказалось, для даже такой мощной экономики, как Советский Союз, это неподъемная работа. Как говорят наши старшие товарищи, почесали репу и задумались. И поэтому уже где-то в 1982 году, когда выполнил свой первый полет самолет Ан-124, генеральный конструктор Бурана сказал: хороший самолет, ему бы немножечко больше грузоподъемность и разнести хвостовое оперение, тогда бы мы могли на спине этого самолета перевозить части аэрокосмического комплекса, в том числе и сам Буран. И после принятия решения о том, что доставка частей аэрокосмического комплекса будет производиться воздушным транспортом, в 1985 году вышло постановление правительства о начале работы над проектом Ан-225, и закипела работа. На правительственном уровне, в масштабах всей страны, были определены запасные аэродромы в случае того, что если Буран произведет посадку где-то не на основных аэродромах. В этом плане были увеличены аэродромы Симферополя и аэродром в Приморье. Работала вся страна над созданием самого самолета. Основные — это Украина, где собирался самолет, Россия, где делались крупногабаритные силовые части самолета, шпангоуты, в том числе фрезерованные. Навигация в России делалась. И очень огромную работу выполнял Узбекистан. Топоич производил крыло и центропланы, которые доставлялись потом самолетом АН-22. В результате всего лишь за 3 года от момента принятия решения до первого полета самолет был создан. Самолет получился очень удачный, потому что был взят за основу самолет Ан-124 с отработанными системами. И при выполнении первого полета ведущий летчик-испытатель этого самолета Голуненко Александр Васильевич
сказал, если бы все самолеты, первые самолеты делались именно таким образом, с таким качеством, то летчики-испытатели, наверное, были бы не нужны. Далее самолет начал выполнять испытательные полеты. В следующем году посетил Парижский авиасалон вместе с Бураном. И вплоть до 1994 года летал на испытания, летал по различным выставкам. И осенью 1994 года выполнил свой крайний полет и стал на длительную стоянку. И в 2001 году, благодаря воле нашего генерального конструктора Балабуева Петра Васильевича, самолет было принято решение восстановить, завершить сертификационные испытания и его использовать в коммерческой эксплуатации. Я считаю, что это уже произошло как бы второе рождение самолета в 2001 году, которое было произведено чисто усилиями Украины. И поэтому все-таки я считаю, что с 2001 года это украинский самолет в полном объеме. Ну а сейчас идем посмотрим на него. Вышел на улицу, а на улице прохладно, облачно, туманно. Осень называется. И подбираюсь к одному нашему самолету, о котором только что говорили. Это наша красавица в ожидании работы АН-225 Мрия. Сейчас, как обещал, расскажу немножко, как удалось его так быстро, практически за 3 года, от проекта до первого полета довести. Мрия, я считаю, что это глубокая модернизация самолета Ан-124. Фюзеляж абсолютно идентичен по габаритам, по размерам самолета Ан-124. Такие же внутренние размеры, как и на Руслане. Пилотская кабина один в один. Носовой обтекатель точно такой же, как на Русланах. Но у него еще остался вот этот обтекатель с, как мы называем в кавычках, с бородой. Здесь находится локатор. На Русланах, на наших Русланах остался только один такой самолет. Передние стойки аналогичные Руслану. Далее есть изменения. В сам фюзеляж была вставлена вставочка 8 метров. Поэтому фюзеляж, естественно, удлинился. Другой центроплан. Вот где заканчивается белая краска, и мы переходим в металлический цвет. Вот это центроплан, который был привезен на самолете Ан-22 из Ташкента. Под ним находится 3-й двигатель, с той стороны 4-й двигатель. Это вот это отличие от Руслана. Эти двигатели 3-й и 4-й не имеют так называемой обвязки, то есть у них нету ни генераторов, ни гидросистемы, то есть он просто двигатель. Далее, крыло. Вот от части, где заканчивается белое, и до самого кончика крыла, это один в один крыло Ан-124 с двигателями, точно так же расположенным, как Ан-124. Значит, что крыло? Передняя кромка на новом центроплане не имеет предкрылка, но закрылки имеются на этом центроплане. Далее, какие еще отличия? У нас увеличилось количество основных стоек. Основных стоек теперь 7 штук. Ну, естественно, для чего? Для того, чтобы грузонапряженность на полосе, на которой мы выполняем, осталась приблизительно такая же, как и Ан-124. Даже мы на 225 можно выполнять посадки на полосы с меньшим числом ПЦН. Отличия здесь. На Руслане 1 и 5 ряд стойки, которые самоориентирующиеся. А здесь у нас 4 задние стойки управляются, то есть самоориентируются. И при буксировке назад их необходимо стопорить. Стопорение здесь тоже отличается немножко. Если на Руслане оно находится где-то вот здесь,
то здесь вот мы видим красный рычажок, который сейчас по полету находится. Значит, стойки расстопорены. Когда буксируемся назад, их поворачивают на 90 градусов. И в отличие от Руслана, что здесь еще необходимо иметь давление в гидросистеме при этом, для того, чтобы стойки не расползались в разные стороны. Далее что? Хвостовое оперение. Это было как бы одно из основных условий для того, чтобы что-то можно было перевозить на спине самолета. Поэтому хвостовое оперение разнесли вот именно таким образом. И еще хочу показать табличку, как бы идентификатор самолета. Здесь мы видим, что самолет Ан-225, серийный номер 0101, и где произведен и его бортовой номер. Это обязательно табличка имеет каждый самолет. Вот такие основные отличия у самолета. О летных характеристиках, о оборудовании внутри самолета. Я надеюсь, что мы в этом году еще выполним на нем полеты, и об этом вернемся, поговорим. А так, в общем, где бы ни увидели самолет Ан-225, именно этот самолет вы увидите, потому что он единственный. И он самый большой самолет в мире с максимальной взлетной массой 640 тонн. Ну что, пока, самолетик. Надеюсь, скоро встретимся в небе. И много вопросов поступило о самолете Ан-124, который выполнил аварийную посадку в аэропорту Толмачева города Новосибирска. Я буду постараюсь излагать только факты, без всяких выводов, кто виноват и что делать. Почему? Потому что не принято в авиационной среде это делать до того, как завершится расследование, и назначать всех людей, кто что неправильно сделал. Значит, что произошло? После взлета на высоте где-то метров 200 произошел отказ второго двигателя. Отказ серьезный. Таких отказов я не помню за все время эксплуатации данного типа самолета. Разрушился вентилятор. Часть вентилятора упала где-то в районе аэропорта, а другая часть вентилятора очень сильно повредила фюзеляж. На фотографиях видно, как есть отверстие входа и выхода из фюзеляжа. И как раз это произошло в районе технического отсека, где находится много кабелей и автоматов защиты. В результате чего произошел полный отказ электрики на самолете. А отказ электрики — это такая скучная картина внутри кабины, когда не работают практически все приборы. То есть авиагоризонт завален, нет навигации, нет курсов, ничего нет. Работают только двигатели и работают приборы, контролирующие параметры двигателя. Ну, это очень положительно. Работало, значит, соответственно, 3 двигателя. Работала гидросистема. Соответственно, самолет мог лететь и мог управляться. Это очень хорошо. В результате чего экипаж и выполнил короткий заход на посадку и посадку на полосу 25. Я потом картиночки покажу, как выглядит аэропорт Толмачева и заход на посадку. Что произошло на посадке? По всей видимости, я не утверждаю, это будет потом выяснено, но отсутствовал реверс тяги и отсутствовало основное торможение. Поэтому только аварийное торможение, по всей видимости, вот оно помогло, но не очень. Самолет выкатился за пределы ВП. Я считаю, что получил не очень серьезное повреждение. Уже вчера по флайт-радару я наблюдал, что прибыла команда помощи из Ульяновска. Так что самолет будет в ближайшее время восстановлен, отправлен в город Ульяновск. И там будет полностью восстановлен. И я думаю, что в ближайший год мы его опять увидим в небе. О отказе. Это не самый страшный отказ для самолета. То есть, видите, самолет благополучно завершил полет, сел. Все живы, здоровы, это хорошо. И я так
иногда думаю, а что будет кошмарным сном для пилота Ан-124? Думаю, отказ всех двигателей. Нет, оказывается, это не самый кошмарный сон. Он может без всех двигателей, теоретически. Конечно, никто этого не выполнял. Ну, максимум были посадки, в том числе у меня, на 2 двигателях. Дальше. Выработка всего топлива. Это практически тот же самый отказ, как бы отказ всех двигателей, но это тоже можно теоретически выполнить. Хотя тоже никто этого не делал до сих пор. Самое страшное на этом самолете — это отказ 4 гидросистем. Тогда самолет, к сожалению, не летит. Это схема аэродрома аэропорта Толмачево. Мы видим 2 полосы, перпендикулярные друг другу, что в принципе очень удобно для использования, когда роза ветров меняется. Можно всегда выбрать полосу с наиболее удобным направлением ветра для выполнения взлета и посадки. А это схема захода на полосу 25. И судя по кадрам, которые выполнял экипаж выполнил более короткий заход, с целью, чтобы не выходить на город Новосибирск. И выполнили посадку на полосу 25. И на флайт-радаре можно увидеть, что вчера была доставлена очень скорая помощь из Ульяновска в Новосибирск для скорейшего восстановления самолета. Поговорили немного о наших самых больших самолетах. Самом большом самолете в мире МРИ, 124. И день продолжается. Смотрим на флайт-радар. На флайт-радаре наблюдается большая активность. 4 самолета в воздухе. Несмотря что воскресенье, значит компания активно работает. Домой ждем. Вот этот самолет пролетел Кувейт, пошел в Ирак. И через 4 часа он будет дома. Ждем. Так что видим, самолеты летают. Очень хотим надеяться, что безопасно. Для этого и работаем. А у нас, надеюсь, все будет хорошо. Дали буде.